Вы любите секс? Вам нравится этот момент единения, когда весь окружающий мир уже не в счет? Этот момент оголтелого счастья, когда есть только вы и ваш партнер, и больше никого вокруг. Никаких надежд, никаких тревог, никаких переживаний, никаких ожиданий. Джованни Лоренцо Бернини был величайшим поклонником секса, знал о страсти практически все и сумел это великолепно выразить в своих произведениях. Мало кому из мастеров везло в жизни так, как везло Бернини. Многие из них шли к своему признанию всю жизнь и часто получали его уже после смерти. Но это не про нашего мастера. Нет, его признали гением уже в возрасте 8 лет. Именно тогда он сделал набросок головы святого Петра, и его назвали вторым Микеланджело. Уже на 17-м году жизни Бернини создал свой первый шедевр. Увидев его, кардинал Сципион Боргезе сделал Бернини своим личным скульптором. И действительно, в изобразительном искусстве такого не делал еще никто. Нет, конечно, уже многие в своих произведениях изображали жуткую смерть христианских святых, но никому еще до этого момента не удавалось передать юмор, рожденный в мучениях. Мне кажется, что мученичество святого Лаврентия – это самая проникновенная, трогательная и вместе с тем жизнерадостная картина, которая была создана за всю историю изобразительного искусства. Святой Лаврентий, по странной христианской иронии, покровитель поваров, был приговорен к сожжению заживо. В тот момент, когда его казнили, он почувствовал запах собственной плоти. И от этого запаха в нем пробудился голод. И в этот момент он обратился к своим мучителям и сказал им: «Ребята, переверните меня, кажется, с этой стороны я уже поджарился». Именно этот эпизод и запечатлел у себя Джованни Лоренцо Бернини. Вся его композиция – это вызов смерти, это вызов страданию и торжество жизни. Скульптору удалось оживить камень. Он сделал его пластичным, податливым, как воск. Даже огонь в жаровне выглядит реальным. В его работе трансмутация достигла абсолютной величины. Это теперь не мрамор, нет, это огонь, ткань, решетка, сама плоть. И вы абсолютно верите реальности происходящего. А на лице Лаврентия видна другая трансформация. На его лице улыбка. Она вот-вот двинется дальше, и он посмеется над своими мучителями, пошутит над ними, и его душа после этого отправится в рай. Да, то, о чем так мечтали алхимики, управлять природой вещества, удалось в конечном итоге Бернини, и он превратил мрамор в нечто новое. Он превратил его в плоть, он превратил его в саму жизнь. Наш скульптор всегда мечтал о том, чтобы запечатлеть мгновение, поймать эти почти неуловимые для глаза моменты высочайшего эмоционального напряжения, уловить эти ускользающие сквозь пальцы песчинки времени, потому что именно в них он видел настоящую красоту. И вот перед нами его скульптура «Давид». И как примитивны кажутся работы скульпторов прошлого Микеланджело и Донателло по сравнению с произведением нашего мастера. Как мало в них эмоций, как мало в них чувства, как мало в них настоящей жизни. Но я говорил про секс, про то, что Бернини знал о нем практически все, а про это пока не было еще ни слова. А дело в том, что в начале своего творческого пути мастер только познавал науку любви. Тяжело быть специалистом в ней, когда тебе всего 16 лет. Нет, здесь должен был быть уже не мальчик, но муж. И вот перед нами человек, который уже узнал, что такое человеческое тело, который узнал, что такое настоящая страсть. И он создает вот это. Похищение Прозерпины. Здесь работал уже не мальчик, а молодой мужчина, прекрасно представляющий, что такое страсть.
Когда ты впервые видишь эту композицию, очень сложно представить себе, что она весит несколько тонн. Особенно, когда ты видишь Прозерпину, как будто взмывающую вверх, пытающуюся вырваться из крепких объятий Плутона. И с другой стороны, руки самого подземного бога, вцепляющиеся в ее юную плоть. Ведь это момент насилия. Тот момент, когда страсть настолько сильна, что ее уже фактически невозможно сдержать. Кстати, странно, почему Фрейд со своим увлечением античными мифами никогда не говорил о Бернине. Ведь Древнюю Грецию и секс они любили одинаково сильно. Перед нами Аполлон и Дафна. Эту композицию мастер создал, когда ему было всего 26 лет, и она позволила ему быть причисленным к величайшим творцам. Техника пойманного момента достигает у Бернини совершенства. Согласно мифу, Аполлон решил овладеть нимфой Дафной, но она обратилась с мольбой к богам, и те в итоге превратили ее в дерево. Как же это символично! Страсть, умирая, превращается в бревно. И Джованни Лоренцо Бернини идеально удалось передать именно этот момент. Настоящая страсть, рожденная в любви, это всегда движение, это торнадо, это вихрь, захватывающий тела, но перед нами уже финал гонки, и мы видим, как ноги Дафны врастают корнями в землю, как превращаются в ветки и листья ее руки, и как Аполлон под своей ладонью ощущает вместо желаемой женской плоти холодную, грубую, древесную кору, ведь перед нами уже смерть страсти, а не ее рождение. Работы Бернини буквально переполнены чувством, и это отлично отражает его темперамент. Достаточно вспомнить его историю взаимоотношений с любовницей Констанцией. В свое время ему сказали, что она изменяет ему с его родным братом Луиджи. И что же сделал мастер? Он сказал всем, что на несколько дней уезжает из Рима, а на самом деле остался в городе и караулил с утра у дома своей возлюбленной. Слухи оказались правдой. Бернини увидел своего брата, бросился за ним в погоню и убил бы его, если бы не подоспели стражники. А в дом его любовницы был отправлен слуга, который в итоге изрезал ей ножом все лицо. Да, в порыве страсти скульптор был способен не только создавать красоту, но и уничтожать ее. А что же в итоге он получил за все свои злодеяния? Да ничего, небольшой штраф, ну да, и еще понтифик приговорил его к женитьбе на самой красивой девушке в Риме. Да, классно быть лучшим другом Папы Римского. Заказы сыпались на мастера один за другим. Он брался за все и выполнял их блестяще. Доказательство тому – Рим, город, в котором мы встречаем творение Бернини буквально на каждом шагу. Но в одном он оплошал, и это чуть не стоило ему карьеры. Предполагалось, что собор Святого Петра в Риме украсят две огромные колокольни. И Бернини решил, что его колокольни будут выше купола, который построил Микеланджело. Ох уж это мужское тщеславие, накрывающее нас в среднем возрасте. У меня будет самая большая машина, а у меня будет самый большой дом, а мои колокольни будут выше купола, построенного Микеланджело. Во всяком случае, я думаю, что большинство поломанных мужских судеб происходит именно из-за этого отчаянного, инфантильного и, в общем-то, глупого желания доказать то, чего не существует. Бернини чуть не стал жертвой кризиса среднего возраста. Большие колокольни – это очень хорошо, это очень по-мужски. Только вот грунт под собором Святого Петра не мог вынести их вес. В июле 1641 года Бернини представил публике свое первое творение. Но уже через 2 месяца на нем появились трещины, и в итоге они перешли на фасад всего собора, а это грозило обрушением самому главному столпу католической веры. Этого уже допустить не могли. В итоге в 1646 году колокольни были разрушены, и это было фиаско. Фиаско, которое Бернини переживал с огромным трудом. Он, наверное, мог бы закончить свою жизнь, как и Рембрандт ван Рейн, в забвении и нищете. Но судьба
судьба распорядилась иначе. Джованни Лоренцо Бернини очень любил жизнь и все наслаждения, которые она дает. А еще ему очень нравились женщины. Наверное, именно поэтому образ монахини в оргазме не оставлял его до самого конца. Экстаз святой Терезы и экстаз блаженной Людовики Альбертони имели у публики оглушительный успех. Еще никому не удавалось создавать такое потрясающее изображение плотского удовольствия и духовного откровения. Монахини Бернини совсем не похожи на этих затворниц средних лет. Нет, это молодые женщины, которых преисполняет чувство. Вы только посмотрите на кровать блаженной Людовики Альбертони, ведь это все сделано из тонкого шелка. Ведь перед нами молодая женщина, которая явно испытывает самые сильные чувства и эмоции. Только посмотрите, как ее рука вцепляется силой в грудь. Только посмотрите на ее лицо, и мы сразу понимаем, какое буйство чувств происходит под рясой, которая покрывает все ее тело. А экстаз святой Терезы, ведь и правда, создается ощущение, что вся эта скульптурная композиция как будто парит в воздухе. И знаете, многие люди заблуждаются, отделяя телесное от духовного. Ведь настоящий экстаз наступает именно тогда, когда плоть встречается с духом. И никак иначе. Вы только посмотрите на этого ангела. Ведь это же не просто посланец Бога. Ведь это же на самом деле любовник святой Терезы. Посмотрите, куда направлена стрела, которую он сжимает в своей руке. Ведь это далеко не сердце. Нет, это совсем иное место. Но это ведь не просто эротическая подделка. Ведь настоящее выражение любви здесь совсем не в этом. Не в улыбке ангела, не в направлении стрелы, которую он сжимает в своей руке. И совсем не в запрокинутой от наслаждения голове Терезы. Нет, оно совсем в другом. Это рука ангела, которая нежно поправляет одежду Терезы и которая скрывает от нас ее готовую обнажиться грудь. Почему? А потому что настоящее единение души и тела – это тайна. Тайна, которая навсегда будет скрыта от зрителя. Это и есть настоящий экстаз. Это и есть настоящее чувство. Потому что истинная любовь живет только в тайне. Красиво умереть нельзя. Смерть всегда отвратительна. Красиво можно только жить. Джованни Лоренцо Бернини сумел доказать это, создав из мертвого, холодного камня произведение, которые так и дышали энергией жизни. Это был Николай. Творческий альманах «Артификс» и рубрика «Как читать искусство». В прошлом выпуске мы говорили с вами про Карла Брюлова и его «Последний день Помпеи». И в этот момент вы подумали, что я не люблю академистов. Но знаете что? Это совсем не так. Поэтому в следующий раз мы поговорим с вами про Константина Флавицкого и его княжну Тараканову. Честно скажу, это одно из моих любимых полотен. Ну а так, еще несколько новостей для вас. В скором времени, как я уже говорил, вас ждет Винсент Ван Гог, Густав Климт и, естественно, как без него, Михаил Врубель. И еще небольшая новость. У нас тут готовятся праздники. Как вы сами знаете, Новый год на носу. Поэтому мы хотим сделать для вас подарки. Это небольшой секрет. Об этом расскажем уже в конце следующего выпуска. А пока ломайте свои головы, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокол, ставьте лайки. И до скорых встреч через 2 недели.